Привет, друзья! Это канал MBS Electronics и я Олег. Часто бывает так, что нам в нашей практике требуется генератор прямоугольных сигналов, который бы работал в широком диапазоне частот и позволял бы точно устанавливать выходную частоту. Один из вариантов, как быстро сделать такой генератор, это создать его на основе платы Arduino. Для генератора я использовал маленькую плату Arduino Nano, можно использовать Uno. Мне нравится Nano тем, что ее можно установить на стандартную беспаечную макетную плату, вот на такой брэдборд. Управление генератором я сделал от компьютера. И для того, чтобы генератором было управлять удобно и комфортно, я написал специальное приложение под Windows. Точность задания частоты у нас 1 Гц в диапазоне частот от 1 Гц до 8 МГц. Надеюсь, что этот генератор многим пригодится в электронной лаборатории. Опубликована статья на моем сайте musbench.com, ссылочка будет в описании к этому ролику. Генератор прямоугольных сигналов может быть очень полезен даже в звуковой технике для настройки различных звуковых устройств, регуляторов тембра, усилителей, не говоря уже о импульсной и цифровой технике. Например, в одном из предыдущих роликов, в котором мы с вами делали маленький самодельный микшерный пульт с регулятором тембра, я показывал, как можно проверить работоспособность регулятора тембра с помощью прямоугольного сигнала и осциллографа. И на самом деле оценить работоспособность такого регулятора тембра гораздо быстрее с помощью прямоугольного сигнала в данном случае, чем, например, используя генератор синусоидальных сигналов. Конечно, на прямоугольном сигнале мы не сможем оценить количество искажений, которое вносит наша звуковая схема, но мы можем очень быстро и удобно оценить ее частотную характеристику. Конечно, оценить это не измерить с какой-то долей точности, но иногда бывает нужно именно оценить работоспособность, и этого вполне достаточно. Также, если вы, например, занимаетесь ремонтом или настройкой радиоприемной аппаратуры, вы можете просто подать прямоугольный сигнал, например, частотой 1000 Гц на антенну приемника, и если у вас приемник нормально работает, на выходе усилителя низкой частоты приемника вы услышите писк этой частоты. Это происходит потому, что прямоугольный сигнал по своему спектру, по своей сути, представляет собой смесь огромного количества нечетных гармоник основной частоты. В случае идеального прямоугольного сигнала это бесконечное количество нечетных гармоник. Проще говоря, в прямоугольном сигнале с частотой, например, 1 кГц присутствуют частоты также 3 кГц, 5 кГц, 7, 9, 11 и так далее до бесконечности. С помощью полосовых фильтров эти частоты, эти гармоники можно легко выделить из прямоугольного сигнала. Кстати, на этом основан принцип работы некоторых видов музыкальных синтезаторов, а также некоторые лайфхаки с использованием генератора прямоугольных сигналов, о которых я расскажу в следующих роликах. Вот как раз на примере музыкального синтезатора можно проиллюстрировать, как влияет на прямоугольный сигнал его фильтрация. Это модульный псевдоаналоговый синтезатор, который входит в состав музыкальной программы MuLab. Когда-то я купил этот замечательный секвенсор и до сих пор им пользуюсь. Для нашего видео я сделал специальный простой пресет. У нас здесь есть нода генератора, осциллятор, который может воспроизводить сигнал различной формы. Здесь из списка можно выбрать огромное количество разных форм. Можно синусоидальный выбрать. Нас интересует прямоугольный сигнал. И для того, чтобы осуществлять фильтрацию нашего прямоугольного сигнала, у нас есть нода фильтра, универсального фильтра. Вот она. Результат мы можем слышать из звуковой карты нашего компьютера, а также наблюдать визуально. Для этого я добавил сюда в схему ноду осциллографа. Соединяю выход генератора со входом фильтра, и мы с вами слышим звук. Давайте сделаем его потише, потому что по умолчанию он очень громкий, когда не отфильтрованный. Вот так звучит необработанный, так сказать, чистый прямоугольный сигнал. Можем здесь нотки менять на виртуальной клавиатуре.
Давайте оставим ноту до малой октавы, нам, собственно, без разницы. Нота до малой октавы имеет частоту около 131 Гц. Именно частоту основной гармоники. Разворачиваю ноду фильтра. Фильтр у меня в режиме Low Pass. То есть он пропускает все частоты, которые лежат ниже частоты среза. Сейчас частота среза максимальная у нас, и это называется открытый фильтр. То есть фактически наш прямоугольный сигнал проходит через фильтр без изменений. Если открыть ноду генератора, мы попадаем в его параметры. Здесь можно изменять амплитуду выходного сигнала, также менять другие параметры сигнала, например, октавы переключать. Вообще, если вам интересна тема электронных музыкальных синтезаторов, то пишите в комментариях, я, может быть, сделаю серию роликов по этой теме. На самом деле очень интересная, увлекательная штука. Как видим на нашем осциллографе, у любого прямоугольного сигнала есть фронт и спад. Высокие гармоники, высокие частоты, которые входят в состав прямоугольного сигнала, как раз отвечают за крутизну, то есть за резкость вот этих фронтов и спадов прямоугольного сигнала. Сейчас я начну медленно уменьшать частоту среза фильтра. Видите? Я уменьшаю частоту среза, и в первую очередь это влияет на крутизну фронтов сигнала. Это мы видим здесь на осциллограмме. То есть фронты у нас скругляются, становятся не такими резкими, и одновременно звук становится более глухой, потому что фильтр обрезает высокие частоты, которые входят в состав прямоугольного сигнала. Видите, я еще более обрезаю частоты, и у нас прямоугольный сигнал постепенно превращается в синусоиду. То есть на выходе практически остается только основная гармоника. Частота в данном случае 131 Гц. А мы знаем, что гармоника сама по себе это синусоидальная волна. Все остальные формы сигнала, которые есть в природе, это смесь синусоидальных волн в разной пропорции. У нас есть еще нода анализатора спектра, давайте ее достанем и посмотрим на гармоники нашего прямоугольного сигнала. С выхода ноды осциллографа сигнал подадим на анализатор спектра, а с анализатора спектра уже на выход. Теперь мы одновременно видим и осциллограмму нашего прямоугольного сигнала, и его спектр. Как раз вот эти столбики на спектрограмме и есть гармоники нашего прямоугольного сигнала. Конечно, у нас генератор не идеальный, он предназначен для генерации звука. Соответственно, гармоники этого программного генератора не могут выходить за звуковой диапазон, то есть за 20 кГц. Идеальный генератор прямоугольного сигнала, которого, конечно, не существует в природе, генерирует бесконечное число нечетных гармоник. Сейчас я покручу фильтр снова, и уже на спектре вы можете видеть, как отфильтровываются, удаляются высшие гармоники, и в результате остается только основная частота, вот эта основная гармоника, самый главный столбик в начале спектра. Мы можем увеличить добротность нашего фильтра, который обозначается буквой Q, и вот усилить так называемую форманту, то есть вот эту частоту резонансную, и получаем вот такой популярный эффект, квакающий. В природе ничего не бывает идеального, однако у прямоугольного сигнала, например, с основной частотой 1000 Гц, частоты гармоник простираются вплоть до нескольких десятков мегагерц, что и позволяет нам услышать этот сигнал на выходе вещательного приемника. Если мы подадим на антенну приемника синусоидальный сигнал с той же частотой 1000 Гц, то, конечно же, на выходе приемника мы вообще ничего не услышим. Помню, в детстве я собирал обыкновенный мультивибратор на 2 транзисторах. Этот генератор работал на частоте несколько килогерц. Я подключал его выход к антенне обычного телевизора, и на экране телевизора можно было наблюдать такие вертикальные полосы, как раз вот эту частоту гармоники, которые проникали даже в телевизионный сигнал.
Поэтому, друзья, хороший генератор прямоугольного сигнала – это довольно полезная штука в нашей электронной лаборатории. Принципиальная схема нашего генератора крайне проста. В ней есть плата Arduino и, собственно, больше ничего нет. Выходной сигнал мы снимаем с пина номер 9 платы Arduino. Ножка номер 9 платы Arduino внутри этой платы соединена с выводом 11 микроконтроллера от Mega328. Этот вывод является выходом встроенного в микроконтроллер аппаратного модуля широтно-импульсной модуляции. Этот аппаратный модуль SHIM микроконтроллера мы и используем для получения выходного прямоугольного сигнала с частотой до 8 МГц. 8 МГц — это частота работы микроконтроллера, которая у нас 16 МГц, деленная на 2. При частоте кварца 16 МГц это самая высокая частота, которую можно получить с данного микроконтроллера. В теории, если установить на плату Arduino кварц на 20 МГц, то на выходе мы получим максимальную частоту 10 МГц. На самом деле от Mega328 может прекрасно работать на частоте 20 МГц, но это не тема сегодняшнего ролика. Давайте откроем Arduino IDE и посмотрим на скетч программы, то есть на ее текст. На самом деле текст программы этого генератора давно ходит по интернету в том или ином виде, он давно известен. Я лишь совсем немного, так сказать, косметически модифицировал его под себя. В первой строке объявлена переменная массив L-Shift. Массив содержит 4 байта, хранящие значение для сдвига влево при вычислении кода частоты для таймера микроконтроллера. На самом деле сдвиг влево — это такой скрипоносный программистский метод умножения какого-либо числа на другое число, являющееся степенью двойки. 4, 8, 16, 32. Считается, что это работает быстрее, чем если просто написать умножить на 4 или умножить на 8. И да, действительно, это работает быстрее. Внутри функции setup, которая выполняется один раз в начале работы программы, мы сначала задаем скорость обмена по протоколу UART, то есть по последовательному порту. Здесь у нас стандартное значение 9600. Потом мы объявляем пин с номером 9 Arduino как выход и обнуляем два регистра управления таймером 1 микроконтроллера. После этого программа переходит в рабочий цикл Void Loop. Большую часть времени программа наша ничего не делает, она просто ждет, когда из последовательного порта в UART модуль микроконтроллера придут какие-либо данные. Вот в этой строке программы как раз постоянно опрашивается то, что пришло из порта UART. Когда приходит какая-то последовательность символов, какая-то строка, мы пытаемся получить из нее число с помощью функции parseInt. В следующей строке проверяем, находится ли полученное число в нужном нам диапазоне от единицы до 8 миллионов. Наши 8 миллионов задаются здесь косвенным путем. Мы делим рабочую частоту микроконтроллера на 2. Таким образом, если реальная частота микроконтроллера у нас будет отличаться, например, 20 МГц, либо есть платы Arduino с частотой 8 МГц, то и максимальная выходная частота нашего генератора автоматически будет изменяться. В следующих строках программа вычисляет нужное значение для управления модулем широтно-импульсной модуляции на основании заданной частоты. Я не буду в этом ролике подробно рассказывать, как это делается, иначе пришлось бы открывать даташит на микроконтроллер от Mega328, рассказывать про то, как работает модуль широтно-импульсной модуляции и как он связан с таймером 1, и получилось бы очень длинное видео. Аппаратные модули микроконтроллера, такие как таймеры и модуль широтно-импульсной модуляции, это как бы отдельная тема для отдельного ролика. Суть нашей программы в том, что мы отправляем по последовательному порту нашему микроконтроллеру значение частоты в герцах. Программа вычисляет нужное значение регистров управления таймером и настраивает модуль SHIM, чтобы получить на его выходе на ножке 9 платы Arduino нужную нам частоту. После этого наша программа опять ничего не делает, просто ждет, когда мы зададим новую частоту через последовательный порт. А прямоугольный сигнал на выходе нашего генератора создает встроенный в микроконтроллер
аппаратный модуль shim. Он работает сам по себе, нужно просто задать его параметры, что собственно и делает наша программа. И потом центральный процессор контроллера может заниматься своими делами, а модуль shim будет выдавать на выходе наш прямоугольный сигнал. То есть нам не надо вручную в программе дергать какую-то ножку микроконтроллера, чтобы получить на выходе этот прямоугольник. Последние несколько строк нашего скетча, вот эти, отправляют реальное вычисленное значение частоты обратно в последовательный порт. Это можно использовать при отладке, при управлении генератором через терминал. Чуть позже я покажу, как это делается в симуляции Proteus. Для реального генератора, который будет управляться моим приложением, эти строки можно закомментировать, потому что моя программа на Delphi не проверяет, что приходит обратно из платы. Она просто посылает код частоты в плату Arduino. Поэтому строки можно закомментировать, ну а можно оставить как есть, это ни на что не повлияет. Чтобы проверить, как работает наш генератор в симуляторе Proteus, необходимо откомпилировать наш скетч, чтобы получить hex-файл прошивки. Винда показала мне сообщение, что почти разрядилась батарейка на моей Bluetooth мышке. Для того, чтобы откомпилировать скетч без заливки его в реальную плату Arduino, идем в меню Sketch и выбираем пункт Export Compiled Binary. Или просто нажимаем сочетание клавиш Alt-Ctrl-S. Начинается компиляция проекта, и после завершения компиляции в папочке нашего скетча мы получим hex-файл с программой. В Proteus у меня есть плата Arduino, вот она, вы ее видите на микроконтроллере от Mega 328, модуль осциллографа и модуль виртуального терминала. Первый канал виртуального осциллографа мы подключаем вот сюда к пину 9 платы Arduino. Линии я провожу просто для наглядности, все пины подключены через шины, а выводы RXD и TXD виртуального терминала подключены к соответствующим пинам нашей платы Arduino. Давайте уберем эти линии, они нам не нужны. Дважды кликаем на модельки микроконтроллера, открывается свойства контроллера, и там подгружаем наш hex-файл, который мы откомпилировали в Arduino. Теперь можно запустить симуляцию. Пока у нас на выходе нет никакого сигнала, так и должно быть, нам необходимо задать генератору какую-то частоту. Для этого в виртуальном терминале печатаем, например, цифру 1 и нажимаем Enter. Видим, что генератор начинает работать. На осциллографе мы наблюдаем частоту 1 Гц. В нашем реальном мире это, конечно, не частота 1 Гц, это гораздо медленнее. Дело в том, что Proteus сейчас работает как бы не совсем в реальном времени, благодаря загрузке процессора. Можно ввести в терминале другую частоту, например, 10 Гц. Вот видите, изменилась частота на осциллографе. Подразумевается, что это 10 Гц. Здесь слева внизу у нас есть сообщение, оранжевый треугольник. Написано, что симуляция работает не совсем в реальном времени из-за большой загрузки процессора. Странно, что до сих пор в 2023 году Proteus не научился делать симуляцию в многопоточном режиме и всегда использует только одно ядро процессора компьютера. Ну, друзья, не суть. Главное, что наша программа работает. Мы можем менять частоту, вводя ее числовое значение вот здесь в виртуальном терминале. Имейте в виду, что задавать частоту нужно именно в герцах, то есть чтобы получить частоту 1 МГц, нужно ввести здесь 1 миллион. Другие символы, кроме цифр, не допускаются. После ввода значения частоты терминал нам покажет реальную частоту, которую возвращает плата Arduino. Это как раз вот эти три последние строчки кода, которые можно потом закомментировать. Точно так же через терминал можно управлять реальным генератором на Arduino, только в реальном железном генераторе частота у нас будет соответствовать той, которую мы задаем. Через терминал управлять генератором не совсем удобно, поэтому я советую использовать мое приложение. Подключаем плату Arduino к компьютеру и прошиваем ее обычным способом. Запускаем программу, это просто маленький .exe файл. Выбираем COM-порт, последовательный порт, на котором висит наша плата Arduino. В данном случае у меня это порт COM4. И нажимаем кнопку Connect. Connect, Disconnect, можно подключаться и отключаться к плате.
Нажимаем Connect, и теперь нужно ввести какую-то частоту. Справа у нас переключатель диапазонов и вот такая большая крутилка. Поворачиваем крутилку, устанавливаем нужную частоту и видим, что на осциллографе появляется сигнал. Данные отправляются в плату Arduino в тот момент, когда вы отпускаете левую кнопку мышки. Сейчас у нас установлена частота 12 Гц. Здесь в этом поле можно менять частоту вот таким вот образом. Можно просто напечатать нужную частоту в герцах и нажать кнопочку ОК. В момент нажатия кнопочки ОК вы подтверждаете частоту и отправляете ее значение в плату Arduino. Нажимаем ОК, и частота меняется. Мы задали сейчас 40 Гц. Собственно, вот осциллограф тоже показывает нам 40 Гц. То есть можно справа переключать диапазоны и крутить колесо, а можно просто внизу в этом поле впечатать нужную частоту и нажать ОК. Например, сейчас у нас вот этот оранжевый диапазон от 1 Гц до 1 кГц. Крутя колесо, мы получаем этот диапазон частот. Давайте установим частоту, ну скажем 50 кГц. Устанавливаем 50 кГц, и на выходе у нас нужная частота. Давайте включим 1 МГц. Вот таким вот образом. Сейчас на выходе частота 1 МГц, 1 миллион Гц. Вот так она выглядит на экране этого осциллографа. У этого осциллографа полоса пропускания 10 МГц. И для такой полосы пропускания он довольно неплохо показывает прямоугольный сигнал с частотой 1 МГц. Он все еще похож на прямоугольный сигнал. Кстати, обзор этого мультиметра-осциллографа вы можете посмотреть на моем канале по ссылке в описании. Хороший прибор. И сейчас из Китая мне идет на обзор осциллограф с полосой пропускания 100 МГц. Так что ждем, скоро будет обзор нового прибора. Вот так выглядит на этом осциллографе прямоугольный сигнал с частотой 4 МГц. Он все еще напоминает прямоугольный сигнал, хотя уже становится ближе к синусоиде. В данном случае аналоговый канал осциллографа выполняет уже роль фильтра. Это как раз то, о чем мы говорили с вами в самом начале ролика. Частота 8 МГц, она уже близка к граничной частоте пропускания этого осциллографа. Она выглядит как синусоида. Собственно, так и должно быть. Давайте сейчас включим самую низкую частоту, на которую способен наш генератор. Это 1 Гц. Частота 1 Гц. Все нормально. Осциллограф показывает частоту ровно 1 Гц. Вот такая конструкция, друзья. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Подписывайтесь на канал MBS Electronics, оставляйте ваши комментарии. Заходите на мой сайт по ссылке в описании, читайте статью про этот генератор, скачивайте себе этот проект. А я с вами временно прощаюсь. Это был Олег на канале MBS Electronics. До свидания, друзья. Всех благ.